Как известно, хорошая история основывается на нескольких простых, но в то же время важных составляющих, а именно конфликт, герои и мир вокруг них. И, конечно же, еще одним немаловажным фактором успеха является умение рассказать об этой истории. И как же нам повезло, что наши сегодняшние рассказчики одни из лучших в своем деле. Трое друзей, решивших создать игровую студию и подарившие миру чудеснейшую игру под названием Kingdom Rush. Один из них – Гонсало Санде, величественный король Динаас, анаграмма фамилии Санде. И Альваро Азофра, известный под ником Ван Зен, анаграммой которого, как вы уже догадались, является главный антагонист всей франшизы Везнан. Именно о последнем и будет сегодняшняя история. И да, я осознаю все риски и вероятность нарваться на жуткий хейт зрителя, если, хотя чего если, когда в каком-то из моментов накосячу, но любопытство сильнее меня, а количество фанатов этого могущественного мага просто запредельное. Правду говорю, мои темные лорды? Палец вверх, если да. Многие ждут, что я начну рассказ с того, каким великим магом и волшебником был Везнан. Как он торгался на земле Линерии, его поход против короля Динаса, желание захватить владение последнего и отомстить всем своим врагам. А вот и нет. История великого мага началась задолго до событий первой части игры. Жил-был в королевстве Линерии юный маг с большими амбициями и неутолимым голодом к знаниям и обучению магическому ремеслу. Легенда гласит, что этот бесконечный поиск знаний привел его к тому, что он стал одним из величайших волшебников, которых когда-либо видел этот мир. Первым его учителем стал мудрый и эксцентричный волшебник, автор большинства заклинаний, написанных для Академии волшебников, обладающий поразительной силой маг Нивус. А еще у этого юного мага был хороший друг, и не какой-то там обыватель, а наследник престола Линерии, принц Динас. Время идет, день сменяет ночь, месяцы превращаются в года, Везнан становится искусным чародеем, настоящим мастером своего дела, дерзким и хитрым, но в то же время остается преданным своему другу и своему родному королевству. И даже сам становится учителем. Его ученик по имени Магнус в дальнейшем станет придворным колдуном и навсегда останется преданным именно королевству, а не мрачным идеям своего учителя. Power, Unlimited Power – одна из фраз, которую произносит Магнус, что в переводе означает «власть», «безграничная власть». Слова, сказанные темным лордом ситхов в Звездных войнах «Месть ситхов», когда выясняется, что он император и главный антагонист трилогии. Однажды с юга к ним прилетает эльфийская принцесса Алерия и просит помощи у благородного рыцаря Динаса. Защитить ее народ от злых промыслов могущественной королевы сумеречных эльфов Злодиции и ее многолапой мохнатой союзницы Мактанс. На что принц дает добро и решает помочь сильванским эльфам, первым выдвигаясь в путь. Вслед за ним, немного позже, а возможно и в то же время, на земли эльфов прилетает и Везнан. Как герой игры Kingdom Rush Origins он стает доступным только на этапе часовня Элини. На этот момент Везнан уже обладает огромными знаниями и силой, про что свидетельствует его умение поглощать души поверженных врагов и призывать могучего демона. А это уже говорит о том, что маг ушел далеко за пределы учений Нивуса и даже, возможно, отказался от привычной магии в пользу самой силы душ. Еще одним подтверждением превосходства Везнана над своим учителем является его скорость перемещения, мгновенная телепортация. Однако, как говорит сам Везнан, за всякое волшебство приходится платить, даже если преследуешь благородные цели. Стоя у статуи Элини и глядя на драгоценный камень, Злодиция упоминает про высокую цену, которую они вместе с Мактанс заплатят, если осквернят слезу, на что последняя говорит: расслабься, пути назад нет.
По итогу, овладев слезой Элини, злодейцы и Мактанс превращаются в совершенно новое существо, голодное и злобное, богиню-паучиху. Что подтверждает теорию о том, что коснувшийся кристалла уже перестает быть тем, кем был раньше, теряя себя либо телом, либо душой. В конце концов, армия Линерии в союзе с сильванскими эльфами и друидами побеждают богиню-паучиху и возвращают мир и спокойствие на эльфийские земли. После чего все пируют и празднуют. Все, да не все. На пиршестве не хватает некоторых героев, игравших главную роль в сражении. Они решают, что же делать со скверненной слезой Элини. Принц Динас предлагает уничтожить слезу. В этом его поддерживает Эридан, говоря, что камень необходимо бросить в пламенный разлом. И что вы думаете? Провернуть этот опасный трюк вызывается Везнан, просит довериться ему и говорит, что обо всем позаботится. Но на самом деле в его голове уже давно созрел иной план. Он решил использовать кристалл в своих, как он ранее утверждает, благородных целях, осознавая все риски и понимание, чем именно ему придется пожертвовать. По итогу драгоценный камень стал источником безграничной силы мудреца, но в то же время и орудием его гибели, проведя великого мага по сомнительному пути, финалом которого стало изгнание из родного дома. Хотя путь изгнанника был одинок, к нему постепенно начали присоединяться и другие изгои со всего королевства. Те, кто также были отвергнуты, не приняты, либо недопоняты обществом Линерии. Те, кто хотел найти себя в этом мире, желающие власти и признания. Они нуждались в том, кто сможет их объединить и возглавить в борьбе за место под королевским солнцем. Собрав армию из зеленокожих преступников и бандитов, заключив сделку с владыкой ада Молохом, обещав последнему свою душу в обмен на войско из демонов и других злых существ, волшебник начал атаку на Линерию, прорываясь к оборонительным башням королевства. Но, как это часто бывает, темный лорд был слишком самоуверенным и недооценил силы своего врага. Армия Линерии не просто держится, а дает достойный бой, отбивая нападение в южном порту, в районе пригорода и на подступах к самому городу Пограс. Даже захват Хаммерхолда и наступление с востока не дает своих плодов, захлебываясь у берегов двуречья. В итоге цитадель под прикрытием гордых паладинов и при мощной огневой поддержке волшебников уничтожают огромного робота Джаггернаута и отбрасывают войска Везнана далеко к снежным горам Хакража. Темный лорд берет небольшую паузу и пополняет свои отряды снежными гигантами Йетти, зимними волками и троллями. В то же время армия Линерии активно переходит в контрнаступление и вытесняет армию Везнана к гулким рудникам, а дальше и к переходу ледяных ветров. С новой силой возобновляются ожесточенные бои в окрестностях храма Гроз. Везнан понимает, что если проиграет и это сражение, тогда уже ничто не помешает армии Линерии перейти на земли Валардула, ведь грозовые маги практически закончили готовить заклинание, открывающее портал в мертвые земли. Как итог, гигантский йети по имени Гарри повержен, а воины Линерии оказываются в пустоши, некогда населенных землях, а нынче пристанище для измученных и неупокоенных душ. Пройдя пустоши и долину проклятых, войска Линерии окружают башню Темного Лорда и готовятся их штурмовать. Близится финальная битва. Как итог, Везнан повержен, плененные им души освобождены, а сам маг оказывается в клетке у владыки ада Молоха. Воины ликуют, король Динас устраивает пир на весь мир, празднуя победу над некогда близким другом, а ныне заклятым врагом. Но что это? Загадочный силуэт находит посох Везнана и присваивает его себе, обещая отомстить за своего хозяина. И тут на сцене появляется лорд Малагар, персона колоритная, но, как по мне, очень недооцененная. И в этот момент все, у кого аватарка Везнана, со стыдом опустили головы. Ага, да, конечно, сплю и вижу. Кстати, как все знают, в Пандемониуме душа Везнана находится в клетке рядом с троном Молоха, держась руками за прутья. В ранних же версиях игры Везнан был замечен со своим посохом, хотя в титрах четко показано, что он был украден лордом Малагаром. Дальнейшие обновления все сбалансировали, Везнан сжимает прутья клетки без каких-либо признаков посоха. Так о чем я?
Ах да, лорд Малагар. Преданнейший союзник Везнана, служивший верой и правдой темному лорду, желающий отомстить за падение своего повелителя. Получив необходимые знания о древнем богоподобном существе, имея на руках один из магических артефактов и намереваясь заполучить второй, а именно молот веков, лорд Малагар приступил к реализации своего мстительного плана. Но это, друзья, уже совсем другая история. Шло время, воспоминания о былых смутных временах исчезли из умов людей, затеряясь и забываясь среди постоянных пиршеств, устраиваемых ленивым королем. Подобно тому, как королевство Линерия с годами становилось больше и сильнее, шире становился и сам король. Большинство людей привыкли к беспечному монарху, которого его верные подданные носили с пиршества на пиршество. Но для Везнана это был далеко не конец, а новое начало. Пандемониум пройден, Молох повержен, а клетка, где ранее был темный лорд, пуста. Куда же он подевался и кто помог ему выбраться из адского места? Демон Олах всегда преуспевал в изучении темных искусств и был мастером в их применении. Вундеркинд Мах, за которым постоянно следили его старшие братья. Обида и зависть росли внутри Олаха, он постоянно стремился иметь больше власти и доказать братьям, кто на самом деле лучший. Он начал искать альтернативные способы получения власти. Именно тогда Олах узнал о планах Везнана сбежать из тюрьмы. Сделка была заключена, власть была получена, а темный лорд был свободен. Однако за все всегда приходится платить. И за эту услугу, которую Олах оказал волшебнику, Везнан предоставил последнему должность одного из главных служителей его дела. Выбравшись из пламенного разлома, все, о чем мечтает Везнан, это принять горячую ванну в его любимой башенке и начать реализовывать свой коварный план мести. Собирая и восстанавливая свою армию тьмы, Везнан заключает новые договора. Одним из таких пактов стал союз с двумя призрачными братьями Тристаном и Амбером, некогда великими правителями королевства Валардул, а нынче королями мертвых земель. Везнан получил в свое распоряжение армию нежити, пообещав взамен души всех поверженных им врагов. И теперь темный лорд был готов к новой попытке захватить королевство. Он был силен как никогда и жаждал поскорее начать свой поход. Первыми у него на пути оказываются гномы со своими безграничными запасами золота. Пройдя через врата по коридорам старого города, захватив шахты казана и знатно отдохнув в золотой пивоварне, осушив все гномьи запасы пива, армия Везнана легко завоевала целый завод часов и оказалась в тронном зале короля гномов Балгура. Победив короля гномов, темный лорд получил власть над всем золотым запасом коротышек, что позволило ему привлечь на свою сторону черного дракона Бересада, могущественного и жадного к золоту дракона. Везнан не сбавляет темп, и его армия оказывается у северной заставы. Преодолев сопротивление северян, пройдя замерзшие ручьи, захватив при этом главную деревню, Везнан оказывается на кладбище драконов, где при помощи своей магии возвращает к жизни еще одного могучего дракона Кощея, доказывая утверждение, что драконы живут вечно. После победы над властелином Севера Аркузом в гнезде Джокула, Везнан любуется прекрасными пейзажами цветущей Линерии, говоря, что он уже близко к своей конечной цели. Следующим этапом мстительного пути становится угодья Атила, захватив которые армия встречает сопротивление сильванских эльфов в Сребролесье, возглавляет которое принцесса Алерия. Пройдя этот этап, темный лорд лицом к лицу встречается со своим бывшим учеником Магнусом, которому все же не хватает мастерства удержать город Лазагон под своим контролем, дав возможность разрушить магический барьер, окружающий замок Динас. Оставалось только лишь одолеть вышедшего в тираж некогда великого воина, а ныне самоуверенного Геральда Светозарного, и проход к столице открыт. Параллельно, проведя работу над ошибками своего прошлого неудачного похода и для полной уверенности, что помощи со стороны королевства не получить, Везнан спонсирует бандитов и гнусных пиратов, которые славно отвлекают внимание правителя Хаммерхолда и его войска от происходящих событий в Линерии.
Победив короля Динаса и завоевав Линерию, Темный Лорд избавляется от своего старого друга, отправляя того в иное измерение. После чего колдун в одиночестве спускается в подземелье среди замка, где сквозь портал на него смотрит жуткий глаз смотрителя. На этом приключения Темного Лорда не заканчиваются. Не успев насладиться вкусом победы и сладкой мести, как в гости к нему наведываются древние призраки, дабы получить обещанное им по праву, требуя в дополнение души половины жителей королевства, на что Везнан, как подобает настоящему злодею, отвечает отказом и возвращается в гнилой лес, чтобы вступить в бой с армией нежити. Проведя ночь на болоте, разбив часть армии древних призраков, войско колдуна добирается и к самим братьям, одолевая последних в их же логове. Ко всему прочему, из подводной пучины, как по волшебству, возникает целый континент, населенный древней расой анурианцев, которым надоели постоянные войны сухопутных, и они решают навести порядок и присвоить власть на землях себе. Но и в этой ситуации Везнан видит для себя выгоду. Ему нужны мощные кристаллы, которыми владеют морские жители, и он приказывает своему генералу захватить новые земли. Победив мудреца Поликса и разбив всю его армию, новые земли становятся частью Великой Империи Темного Мага. Еще одна неприятность прилетает Везнану с севера. В процессе битвы с Аркузом и матерью всех виверн Джакулой громкие звуки пушек разбудили ото сна ледяную королеву. И теперь землям Везнана грозит вечная зима. Но и в этой ситуации Темный Лорд выходит победителем, одолев королеву зимы, уничтожив ее ледяной трон. В дополнение ко всему, Везнан успевает подавить восстание гномов, которые раскопали проход в первобытный мир, и победить великого и могучего короля драконов, зацементировав окончательно за собой право на власть на землях королевства. Узнав о падении королевства, правитель Хаммерхолда Малик готовит крепость к обороне, понимая, что битва с Везнаном неизбежна. И пока жители пустынного города считают, что, по их мнению, никчемный волшебник не осмелится напасть, темное войско мага высаживаются на берега Хаммерхолда. Закрепившись на пустынных берегах, одолев знаменитую Мираж в оазисе Сапе и отправив назад в космос пришельца Шатру, войска Темного Лорда добрались к знаменитым улицам Хаммерхолда, где предстояло сразиться с еще одним великим пустынным воином Алериком. Финалом этого величественного похода становится ритуальная битва на арене Хаммерхолда. Древняя традиция предписывает, кто выиграет испытание пустыни, будет коронован как король города. Что и происходит в пользу Везнана. Получив молот веков, Темный Лорд забирает с собой древний артефакт, пристально всматриваясь в прозрачную сферу, где виднеется проекция измерения мрачного смотрителя, промолвляя, что теперь никаких отвлечений. Но с этим утверждением не согласно братство корсаров в лице капитана Блэкторна и его преданных морских волков, которые выступают против имперских замашек Темного Лорда. Одолев темного корсара, захватив остров обезьян, армия Везнана попадает в огромную пасть Акульего рифа, где Темному Лорду все же удается победить глубинного короля и встретиться с командиром армии мертвецов Спектра. Одержав победу и на этом острове, Везнан пленит королей пиратов и готовится к финальному сражению. Но происходит неожиданное. Пираты сбегают, и теперь все предстоит начать сначала, сразившись в финальной битве на острове Сокровищ. Одержав и тут победу, разложив перед собой все собранные артефакты и глядя на древние письмена, Темный Лорд практически готов отправиться в другое измерение, дабы сразиться с высшим злом Смотрителем. Ну а теперь всем хейтерам приготовиться. Сейчас будет игра на чужом поле, так как следующая часть рассказа это Kingdom Rush Legends, в которую я сам лично не играл, но домашнее задание сделал и информацию собрал.
Уже в этот момент начинает зарождаться некий союз между великими героями королевства и представителями темной армии лорда. Пока Везнан собирает и готовит армию, дабы предотвратить возможное вторжение могущественного врага, в подземельях цитадели Асра помогает Геральду бежать из темницы, отдав последнему оружие и доспехи. Заручившись поддержкой лесничего и волшебника, троица проходит через город, спасаясь через пролом в стене и убегая в лес. Оттуда они решают найти новых союзников, которые помогут им победить зло, угрожающее их павшему королевству. Ко всему прочему, земли заполонили жуткие сектанты всевидящего культа, которые всячески поддерживают агрессивные захватческие настрои орков, троллей, демонов, преследуя только лишь одну цель – открыть портал в иное измерение и приготовиться к прибытию своего лидера – Смотрителя. Победив в лесу предводителя орков и вернув под контроль магов храм гроз, наши герои добираются к пламенному разлому, главному месту обитания сектантов, где всем заправляет провидица Ириза. Вступив в неравный бой с могущественным врагом, наши герои выходят победителями, разрушив практически достроенный портал и тем самым предотвратив вторжение Смотрителя. Пока все ликуют и празднуют, Везнан понимает, что сама угроза все еще не устранена. Верхом на Берисаде темный лорд прибывает на южные эльфийские земли, где у часовни Элини его уже ожидает Магнус. После беседы двух магов они приходят к выводу, что остается только один единственно правильный вариант. Маги начинают колдовать, при этом призывая всех генералов готовиться к самой величественной битве в их жизни. Именно с этого момента начинается новая, не менее величественная и в то же время опасная глава насыщенной жизни темного лорда. Везнан понимает, что для достижения своих целей ему необходима не просто армия наемников и изгоев, ему необходима поддержка сильной и дисциплинированной армии, ему необходим альянс с оставшейся армией Линерии. Именно с этой идеей он верхом на Берисаде при сопровождении военных дирижаблей прибывает на территории Милых Древесников, где обосновался лагерь рыцарей Линерии, которые всячески пытались отыскать местонахождение своего короля. Заручившись поддержкой Веспера в поиске и возвращении короля Динаса, доказав, что у них с Линерией одна цель и один общий враг, темный волшебник начинает свой новый величественный поход в составе нового альянса. Среди моря деревьев, пройдя ворота стража, союзная армия вступает в бой с дикими зверями за сохранение сердца леса. Получив нужный результат, альянс закрепляется на вершинах деревьев и находит путь к лагерю дикозверей. Одолев кровожада, Везнан получает доступ к сокровищнице кабана, переростка, и пытается завладеть королевским мечом, но обжигает руку и раздосадованно отходит в сторону, предоставив меч Весперу. Предупреждая, что дальше путь будет еще сложнее, наши новые герои уверенно продвигаются к логову культистов. Добравшись к мрачной долине, наведя шороха в карминовых шахтах, генералы оказываются на зловещем перекрестке. Выбрав направление к двору храма и уничтожив зловещий артефакт культистов, войско Альянса выбралось из каньона и оказалось перед гигантским порталом, встретившись лицом к лицу с провидицей Мидриас. По итогу битвы с испорченным Динасом провидица Мидриас успевает сбежать сквозь портал, а Веспер вручает мутированному королю меч Элини, и Динас возвращает свой прежний облик, будучи безумно злым на темного лорда. Но понимая, что Везнан был прав касательно большой угрозы, отбрасывает в сторону разногласия, и они все вместе отправляются в иное измерение к наблюдателю. Пройдя отравленные угодья и оскверненный храм, войска Динаса и Везнана преодолевают долину Порчи и оказываются у порога Вырвиглазной башни, где вступают в жесточайший бой с провидицей Мидриас. Одержав победу в этом нелегком противостоянии, армия Альянса готовится к своему последнему бою со страшной угрозой космического масштаба – наблюдателем. И что вы думаете? Все верно, в этом героическом сражении нашему Альянсу нет равных. Собрав всю свою мощь, все свое величие, некогда лучшие друзья, Везнан и король Динас лихо расправляются с наблюдателем и прощаются, дабы отдохнуть и набраться сил перед следующими вызовами. И пока войско Линерии во главе со своим королем
как подобает линерийским традициям, празднуют и гуляют вовсю, Везнан возвращает себе свое былое могущество, его личную прелесть, слезу Элини. А в это время на горизонте уже виднеется новая угроза. Некогда великий эльфийский герой собрал огромную армию нежити с одной лишь целью – вернуть эльфийскому народу былую славу и создать новый мир, которым править будут эльфы. И, конечно же, с этим утверждением не согласен Альянс, который заручился поддержкой не только могущественного дракона Кощея, но и поддержкой эльфийского рейнджера, знающего врага как никто другой – Эридана. Вступив в схватку с армией нежити на мглистых развалинах и отодвинув их к заставе Глубоколесья, нашим героям предстоит финальная битва в Храме Павших с элементалем Ариваном, нынче именуемым себя Навира. Одержав очередную победу, все ликуют и празднуют, а Эридан и Веспер в диалоге обсуждают, можно ли доверять темному лорду, на что последний отвечает, что тот пока на их стороне, даже не подозревая, что Везнан совсем близко находится к ним, посмеиваясь и говоря про себя. Это пока что, давая понять, что чаши весов могут в любой момент изменить свое равновесие. Следующий вызов возвращает Альянс на земли древесников. В лагерь армии добра наведывается светлячок, который сообщает о пробуждении древнего голода, настолько могущественного врага, что может поглотить целую вселенную, если его не остановить. Начав путь в деревушке древесников, пройдя затонувшие руины, армия Альянса оказывается в лощине Ненасытного, где одолевает Абаминора, предотвращая надвигающийся Армагеддон. Но и после этого нет спокойствия. Поступает сообщение о том, что безумный, но в то же время умный и талантливый изобретатель гном, желающий славы и признания, строит огромного автоматона и готовится применить эту разрушительную силу против любого, кто станет на его пути. Армии этому коротышке служат его же модифицированные клоны, миньоны из ларца, одинаковы с лица. Погоняв по острову Гримборода, вступив в финальную битву с ним, Альянс одерживает очередную разгромную победу над своим врагом. И теперь возникает вопрос, что делать с гномом-изобретателем и его клонами. Решить этот вопрос, как обычно, вызывается Везнан, говоря, что знает, куда их пристроить. А ведь это уже где-то было, не правда ли, друзья? Недовольный Гримбород не желает оставшуюся жизнь гнить в тюрьме, но темный лорд успокаивает его, говоря, что имеет большие планы на его большую голову. Разобравшись с обезумевшим гномом, Везнан в компании короля Ненаса и вождя древесников возвращается к вечному вопросу фанатиков и секстантов, а именно необходимости добить остатки культистов. Но оказывается, не все так просто. Последние обзавелись для себя новым божеством, нашли новую тварь, которой присягнули служить и поклоняться. Новой угрозой Альянса оказывается паучья королева, уже третья по счету, и у войска начинается настоящая арахнофобия. Добравшись к разоренному святилищу, армия Везнана и Динаса впервые сталкивается с культистами, которые под воздействием паучьей королевы мутировали и стали опаснее прежнего. Спалив паучий гнездовой чертог, смелые воины попадают в темные пещеры, где расположился ветхий, давно забытый храм, где находится трон паучьей королевы. Победив в финальной схватке очередного жуткого босса войны, воины Альянса ликуют и восстанавливают силы после сражения. И пытаются хоть немного насладиться минутами спокойствия. Ну а что же темный лорд? Чем занят великий волшебник в этот самый момент? Готовит очередной коварный план показать всему миру свое величие и превосходство? Или же просто попивает мохито, покачиваясь в гамаке? Остается только лишь гадать. Наша история на этом еще не заканчивается. Ждем очередных новостей из лагеря Альянса. Ну а если видео вам понравилось, поддержите мой канал подпиской, а это видео вашим теплым лайкосиком. Ну а на этом пока все. Буду держать вас в курсе событий и до новых включений. Да пребудет с вами сила. Па-па.